Ну что, расскажу вам, как я, мягко говоря, провалил первый месяц лета. План был довольно-таки простой. Взять отпуск на пару недель, пляж, море, грузинское вино, грузинская кухня, съездить в пару интересных мест. Но все пошло не по плану. И за последний месяц я оказался в скорой помощи, МРТ, консультации с хирургами, подготовка к операции, ну и сама операция. В этом видео с вами поделюсь, что покрывает страховка, что страховка не покрыла и почему. И если вы собираетесь в отпуск в Грузию, в Батуми, то сколько нужно иметь с собой денег про запас на всякий случай, если со здоровьем что-то пойдет не так. Смотрел прошлый выпуск, то вы уже знаете, что у меня был приступ, я попал в скорую помощь, и на обследовании у меня обнаружили довольно-таки крупный камень в желчном. И судя по его размерам, вынашивал я его лет 5, наверное. Хирург при обследовании сразу же сказал, что необходимо сделать операцию, чем быстрее, тем лучше. Но, вернувшись домой, включился мой любимый режим. Я думаю, он такой же у всех, а надо же посмотреть, а что там говорят эксперты в Ютубе, да. И спустя пару дней я был уже абсолютно уверен, что расставаться с этим органом ни в коем случае нельзя. Нужно его всеми способами, всеми правдами и неправдами сохранять. Но, опять-таки, все пошло не по плану. И буквально за неделю было еще 3 приступа. И вот уже на 3-й приступ я понимал со стопроцентной уверенностью, что все-таки, да, нужно удалять. И в эти игры больше играть не стоит. Настало время выбирать клинику и хирурга, с которым решиться на операцию. И это оказалась задача со звездочкой, потому что, к счастью, у наших знакомых ни у кого не было такой проблемы, хотя удаление желчного – это одна из самых популярных операций в общей хирургии на уровне аппендицита. И поэтому контактами никто не может поделиться, так что пришлось искать. Просмотрев все сайты клиник, промониторив весь персонал, я все-таки решил остаться в своей же клинике, в которой я обслуживаюсь, это медцентр, и связаться с хирургом, который меня осматривал, когда я попал по скорой. Если зайти на Google карты и посмотреть отзывы, то средняя оценка в медцентре довольно-таки низкая. Но весь негатив связан только с работой регистратуры, а что касается работы врачей, то ничего такого критичного я там не нашел. Хирург, который меня обследовал, когда я попал по скорой в отделение, вел себя вполне адекватно, не тянул меня сразу на операционный стол. Все четко рассказал, все расписал, и мы с ним попрощались фразой, что если надумаешь оперироваться, то вот мой номер телефона, напиши мне в WhatsApp, я скоординирую, что делать дальше. После я также проконсультировался с профессором в Киеве, который слово в слово мне сказал то же самое, что и хирург в медцентре. Поэтому было принято решение обратиться именно к этому хирургу. Записываю видео и поймал себя на мысли, что мужики очень сильно не любят попадать в больницу, да, и температура в 37 кажется уже как что-то очень и очень, а здесь еще и операция, и в другой стране, хотя на самом-то деле моя жена, которая рожала в Турции за 9 месяцев, даже ни разу не сказала, что она переживает, что она боится. Поэтому да, мы сильно отличаемся. И теперь про деньги. В нашей семье у всех страховка GPI, и мы здесь прожили только полгода. Поэтому она не покрывает плановые операции. Соответственно, визит в скорую помощь
был оплачен страховой на 100%. МРТ по прайсу 300 лари. Я заплатил только 30 лари, все остальное страховая. Что касается самой операции, то необходимо было выполнить предоперационные анализы. И я решил, что в принципе я могу на этом сэкономить, и предложил их сделать по страховой. На что получил ответ, что в стоимость операции входят предоперационные анализы, сама операция и несколько дней в стационаре. Поэтому не было смысла обращаться в страховую для оплаты этих анализов. И что касается самой операции, то ее стоимость составляет 1725 лари. Я даже переспросил, потому что, если честно, рассчитывал на большую сумму. Опять-таки, начитавшись отзывов, комментариев в различных чатах. Но цена вот такая. Много это или мало? Напишите в комментариях. Возможно, у кого-то был опыт. Но что-то мне подсказывает моя интуиция, что, например, в частной клинике в Киеве эта бы операция стоила дороже. Что касается, например, Турции, то в Турции, вот когда жена рожала и когда нам необходимо было малыша также положить на сутки в больницу, то только за нахождение в клинике нам необходимо было платить на тот момент около 1000 евро, не считая услуг медперсонала. Так, ну что, 8-й день уже после операции. Как видите, живой, почти здоровый. Ходишь, гуляешь. Да, состояние такое, что Лера уже выгуливает меня в магазин Carrefour за покупками. Уже надо. Да, уже пора. Весь удар пришелся на Леру за эту неделю. Быт, кухня, у всех своя диета, беготня в больницу. Да? Похвалил, да? похвалил. Супер жена. По факту, по самой больнице все комфортно, все хорошо. Палата у меня была трехместная. В палате душ, туалет, телевизор. Убирают, наверное, раз 5 в день. Приходили, мыли, пыль вытирали, все время порядки какие-то наводили. Здорово. Да. А что по питанию? За питанием тоже медсестры следили. У меня самая жесткая была диета из 3 людей в палате, поэтому постоянно контролировали, чтобы я ничего лишнего не хапанул. И меня впечатлило, когда я к тебе приходила, что еда в термосе была, то есть определенной температуры, да? Да, но получается на завтрак, обед и на ужин были разные боксы. И утром это всегда термос, в обед такой тоже прикольный бокс, а на ужин уже такая одноразовая как бы посуда. Да, типа на кеттеринг похоже. Что касается языкового барьера, потому что ты когда как иностранец попадаешь в больницу, это, наверное, самое неприятное, да? Потому что ты боишься, что тебя и ты не будешь ничего понимать. То со мной практически все говорили на русском. Единственное, что был врач в выходной день, который спросил, знаю ли я английский, и мы с ним перешли на английский, поэтому, лично мне не было вообще никаких проблем. Ну и, в принципе, если было какое-то недопонимание, то, на сегодняшний день и помогают решить все эти вопросы, если что-то недопонял, да. Что касается также доброжелательности, то вот все было очень хорошо. Грузинская гостеприимность почувствовала я? Да, в первый день, когда пришел на операцию и уже в операционной, то женщина, которая меня принимала, она меня пыталась успокоить, она видела, что я нервничаю. Она говорит, да успокойся, все будет хорошо, вот через час ты уже будешь тут же лежать и думать, что зря переживал. Что касается оплаты, дополнительно с меня никто ничего не требовал, то есть вот в стоимость операции входило и пребывание также в стационаре. В стационаре я находился 3 суток ровно, поэтому восстанавливаемся и возвращаемся к привычному ритму жизни. До встречи в новых выпусках о нашей жизни в Батуми и Грузии. Пока-пока.